чемпионате Германии завершен очередной тур Бундеслига, вновь оказалась самой результативной. Боруссия на стадионе Сигнал Идуна Парк сокрушила Айнтрахт 4-0. Для гостей это первое поражение за последний месяц. Так крупно их не разматывали с сентября, когда в Лиге Европы лондонский Арсенал забил им 3 безответных мяча. Наверняка вы ждали известия о Холланде, он забил уже 8-й гол за новый клуб. Отметим домашнюю беспроигрышную серию Боруссии, которая длится с прошлого сезона и составляет 8,5 месяцев. Зафиксирован еще один разгром. Лейпциг отхлестал непослушный Вердер 3-0. Вспомним, что в первом круге был аналогичный счет. Команда-победитель временно вышла на первую строчку. 2 мяча из 3 забили защитники в этой игре. Лейпциг прервал свой неудачный отрезок из 4 матчей без побед. Бавария гостила в Кёльне, откуда увезла приятные впечатления 1-4. Такой результат еще встретится в этом туре. Профессор Левандовский оформил свой 23-й гол. Вспомним, что недавно он забил ранний гол Шальке и Майнцу, а теперь и Кёльну угнабрит дубль. Мюнхенский клуб не уступает в различных турнирах 10 встреч подряд. Остальные результаты: Хофенхайм проиграл Вольсбургу 2-3, Аугсбург Фрайбург 1-1, Падерборн Герта 1-2, Унион Байер 2-3. Фортуна улыбнулась Мюнхенгладбахской Боруссии 1-4, Майнц 0-5, Шальке 0-4, итоговый счет 0-0. Вновь убеждаемся, что в Бундеслиге забивают больше, чем в остальных топовых чемпионатах. На этой неделе было 32 мяча. 23-й тур будет растянут на 4 дня. Обычно Бундеслига вкладывается в 2. Итак, Бавария примет Падерборн. На следующий день, 22 февраля, Боруссия Мюнхенгладбах Хофенхайм, Вердер Боруссия Дортмунд, Герта Кёльн, Фрайбург Фортуна, Шальке Лейпциг, Байер Аугсбург, Вольсбург Майнц, Айнтрахт Унион. Бомбардиры и ассистенты: у Левандовски 23 мяча, на 3 меньше у Вернера, который не забивает около месяца, у Санчо 13. У него столько же голевых передач, однако его на один пас опережает Мюллер. Серьезное же у них соперничество. Таблица. Бавария возвращает себе первое место после того, как на нем целые сутки провел Лейпциг. Хорошая интрига за чемпионство. На него претендуют 2 Боруссии, а также недалеко Байер 40 очков. С самого дна пытаются подняться Фортуна, Вердер и Падерборн, но пока не удается. Все потерпели поражение в этом туре. В чемпионате Франции уже сыгран 25-й тур. Лион после победы над Тулузой в конце ноября с тех пор 4 тура испытывает проблемы. 2 ничьи и 2 поражения. Матч со Страсбуром выиграть не удалось, 1-1. Проанализировав последние 6 матчей, можно прийти к выводу, что эта команда неудобная для Лиона. 2 поражения, 2 ничьи и 2 победы. Участник Лиги Чемпионов упустил великолепный шанс совершить рывок в таблице и ворваться в зону Еврокубков. Умопомрачительный результат был зафиксирован в Амьене, где лидер чемпионата ПСЖ потерял очки. 8 голов, но победителя не было. Парижане были близки к своему 4-му фиаско в сезоне, но ушли от поражения, проигрывая 0-3. Куаси сделал дубль в составе гостей, а хозяев спас в конце игры на 91-й минуте Герасси. У него также 2 мяча. Вспомним, что в прошлом туре парижане отгрузили 4 мяча Лиону. Команда Тухеля не уступает во всех турнирах 3,5 месяца с ноября 2019. Остальные результаты: Монако одарил Монпелье 1-0, Бордо Дижон 2-2, Нант Мец 0-0. Тулуза в 9-ром уступила на своем газоне Ницце 0-2. Ниму хватило одного мяча, чтобы покорить Анже. Брест и Сент-Этьен выдали результативный матч 3-2, Реймс Рен 1-0. И центральный матч состоялся в Лилии, куда пожаловал Марсель. Поединок 2-й и 4-й команд. Основные события развернулись с 60-й по 70-ю минуту. Марсель выиграл 2-1, хотя мог и крупнее, если реализовал бы пенальти. В чемпионате страны клуб не проигрывает уже 3,5 месяца. Расписание. Следующий тур пройдет с 21 по 23 февраля. Ницца примет Брест, а Мец ждет Лион. В субботу Марсель, Нант, Лиль, Тулуза, Дижон, Монако, Страсбур, Амьен, Анже, Монпелье. В воскресенье Сент-Этьен, Реймс, Рен, Ним и ПСЖ Бордо. Бомбардиры и ассистенты: у Бена Йедера 16 голов, его главный конкурент это Мбаппе, Неймар, Осимен и Дембеле. Ди Мария никого не подпускает в споре ассистентов, 12 голевых передач. У Слимани 8. Таблица. ПСЖ лидирует в таблице Франции. Колоссальная разница забитых и пропущенных голов, плюс 46. Это больше, чем у всех остальных вместе взятых. Марсель сократил отставание от первого коллектива на 10 очков, но с трудом верится, что они догонят Париж, даже не поможет марсельское такси. Далее в таблице Рен и Лиль. Большую работу в последних турах проделал Монако, 3 победы к ряду, и вот мы видим их на 5-м месте. Лион застрял в середине, 3-4 очка, внизу Дижон, Амьен и Тулуза. Что же было интересного в 24-м туре чемпионата Италии? Аталанта просто красавчики, месяц без поражений. В гости к ним приехала столичная Рома, которая ничего не добилась, 2-1, продлив таким образом свою черную безвыигрышную серию до 5 матчей к ряду. Аталанта 2-й раз в сезоне наносит поражение волкам. В сентябре в Риме был зафиксирован счет 0-2. Ювентус победил обессиленную Брешу 2-0. Клуб в новом году еще не побеждал. Роналду этот матч пропускал. Функции Галиадора взяли на себя Дибала, который впервые с декабря отличился в серии А, и Квадрадо, для которого это вообще первый мяч в чемпионате. Ювентус взял первые 3 очка за последние 30 дней. Наполи в гостях сражался с соседом по таблице Кальяри и добился минимального перевеса. Больше того, неаполитанцы взяли реванш за поражение в 5-м туре 0-1. Мертенс, автор единственного гола. Футболист
Кулибали записал на свой счет уже 6-й мяч. За 4 последних тура у Наполи 3 победы и 1 поражение, чего нельзя сказать о Калери, который 10 туров идет без побед. Остальные результаты. Лечи побеждает в 3-м туре к ряду, его жертвой стал ФК Спал. Можно вспомнить, как 2 месяца назад была обратная ситуация, тогда Спал выиграл в Кубке 5-1. Болонья в меньшинстве уступает Дженуа 0-3 и терпит первое поражение в феврале. Матч в Удине завершился единственной ничьей в туре. Верона продлила до 9 туров свою серию без поражений. Самдория уступила Фиорентине 1-5. Обе команды доигрывали матч в усеченных составах. У Киеза и Влаховича по дублю. Эта игра спасла тур, в котором было забито всего лишь 22 мяча. Сассуоло Парма 0-1. Центральный матч ожидался в Риме, где местный Лацио принимал Интер. Битва за лидирующие позиции завершилась в пользу хозяев стадиона 2-1. Иммобили записал очередной гол на свой счет, который стал уже 26-м в серии А. Для Интера это фиаско означало окончание беспроигрышной серии и 16 туров подряд. Поединок Милана и Торино назначен на понедельник 17 февраля, расписание 25-го тура. Бреша Наполи играют самыми первыми, далее Болонья, Удинезе, Спал в ожидании Ювентуса. Фиорентина Милан 23 февраля состоятся такие встречи: Дженуа Лацио, Верона Калери, Торино Парма, Аталанта Сассуоло. Рома постарается исправить ситуацию в поединке с Лечи. Интер закроет тур на своем стадионе с Самдорией, бомбардиры и ассистенты. У Иммобили, как было сказано выше, 26 мячей. Если взять все турниры, то на счету Чиро уже 32 гола. У Роналду 20, Лукаку не забивал 17. Гомес из Аталанты раздал 10 голевых передач. У Кулусевски по-прежнему 7. Долгожданная таблица. Ювентус первый, но радоваться пока рано. В одном шаге от старой сеньора расположился Лацио. Как и в Германии, тут здоровая интрига, потому что не дает расслабиться Интер, который третий, 54 очка. Аталанта закрепилась на 4-м месте. У нее хорошие перспективы вновь попасть в Лигу чемпионов. У Ромы 5-е место, о чемпионстве думать, наверное, уже поздно. Но за Лигу чемпионов закрепиться все-таки можно. Наш любимый Наполи немножко потянулся и занимает уже 8-ю строчку, а вот внизу Дженуа, Бреша и Спал. Еще времени у них по горло, но нужно уже шевелиться. Чемпионат Испании полностью завершен, 24-й тур. Валенсия и Атлетико готовятся к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов. Очная игра завершилась между ними 2-2. Мадридцы не побеждают уже в 4-й выездной игре. Команда Симеоне за последние 1,5 месяца провела игры со всеми испанскими грандами. У Валенсии такая же ситуация, что примечательно, обе команды обыграли Барсу. Барселона в одной из центральных игр 24-го тура победила третью команду таблицы Хетафе 2-1, которая прервала свой победный отрезок из 4 матчей. В следующем туре Барсу ждет соперник попроще. Лионель Месси заделался лучшим ассистентом. Третий тур к ряду он зарабатывает голевые пасы. 3 матча, 6 ассистов. Один из самых популярных результатов тура зафиксирован в матче между Реалом и Сельтой 2-2, что позволяет хозяевам Сантьяго Бернабеу не проигрывать в Ла Лиге 4 месяца, а вообще на своем стадионе мадридцы потерпели всего лишь в этом сезоне одно поражение 10 дней назад в Кубке. Федор Смолов открыл счет своим голам в Испании. К остальным результатам: Мальорка обыграла Алавес 1-0, Вильяреал Леванте 2-1. Гол Гвардиолы не помог Вальядолиду в матче с Гранадой. Результат 2-1, также один из самых популярных в этом туре. Севилья и Эспаньол разошлись миром 2-2. Попугаи за последние 6 туров уступили только всего лишь один раз, но существенных сдвигов с последнего места не наблюдается в таблице. Леганес или Лиганес сыграл в ничью с Бетисом 0-0 в конце игры. В компенсированное время в составе гостей был удален игрок. Матч между Эйбар и Реал Сосьедадом перенесен. Дело в том, что рядом со стадионом загорелся мусорник, который повлиял на качество воздуха. В таких условиях играть, конечно же, невозможно. Единственная гостевая победа случилась в столице страны басков Атлетико Осасуна 0-1. Забито 23 мяча. Расписание 25-го тура. 21 февраля Бетис Мальорка. На следующий день Сельта Леганес, Барселона Эйбар, Реал Сосьедад Валенсия, Леванте Реал. В воскресенье состоится игра между Осасуной и Гранадой. Кроме нее Алавес примет Атлетик Бильбао, Вальядолид, Эспаньол, Хетафе, Севилья, Атлетико Мадрид, Вильяреал, бомбардиры и ассистенты. На вершине списка лучших голеадора в этом туре ничего не произошло. У Месси 14 голов. Бензема, автор 13 празднований, Суарес забил 11. У Месси становится 12 голевых передач. О его прогрессе уже сказали. У Суареса и Порту по 7 пасов. Смотрим сейчас таблицу после 24-го тура. Реал опережает Барсу на 1 балл, 53 и 52 очка. Интрига есть, она живет, но, к сожалению, дальше провал. Хетафе отстает на 10 пунктов. Атлетико и Севилья имеют по 40 очков. Валенсия 7-я, дистанция до лидера составляет 5 побед. Внизу Сельта и Мальорка, у которых равное количество очков по 21. У Леганеса и Испаньола по 19. Испаньол пропустил больше всех, в среднем 1,75 мяча за тур. В итоге получается, что во Франции самая слабая интрига. Благодаря матчу Амьен-ПСЖ французский чемпионат стал вторым по голам на этой неделе. Самый лучший бомбардир сейчас обитает в Италии. Это Чиро Иммобили, у которого 26 мячей. Неплохие дела в Бундеслиге. У Левандовски 23 мяча, а вот Ла Лига и французская Лига 1 отстают. У ассистентов приблизительно везде равные показатели. Узнайте из прошлого выпуска, какой международный
футбольный турнир самый старый на земле. Услышимся на спортивном.